вас на своем канале. Сейчас только начало осени, и это значит, что прекрасное время для блюд, которые можно приготовить с тыквой. Сегодня я вам предлагаю приготовить тыквенный суп-пюре. Он очень вкусный, довольно-таки легкий в приготовлении. Я думаю, что все ваши родные и близкие обязательно его оценят и полюбят, так же, как и вы. Так что пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам нужно нарезать 2 небольшие луковицы крупным кубиком. В последующем мы будем использовать блендер, поэтому размер и форма кубиков не имеет никакого принципиального значения. Также нам нужно раздавить 2 зубчика чеснока ножом, вот таким образом. Далее нарезаем 3 средних картофеля произвольными кусочками, примерно такого же размера, как и лук. Далее нам нужно будет почистить от кожуры и порезать около 1 килограмма тыквы. Выбирайте тыкву, чтобы она была сладкая и вкусная. Конечно, не десертные сорта, но тем не менее, чтобы она была достаточно сладкая. Нарезаем вот такими крупными кусочками. Все основные ингредиенты нарезаны, давайте приступим к приготовлению супа-пюре. Для начала нам нужно будет лук и чеснок обжарить на оливковом масле. Обжаривайте в течение 5 минут до золотистого цвета, постарайтесь, чтобы не подгорели ингредиенты. Также на этом этапе можно добавить травы, тимьян и розмарин, если вы любите, обязательно добавляйте. Далее выкладываем нарезанный картофель. Периодически помешивайте. При таком приготовлении суп приобретает ароматы обжаренных овощей. Не забывайте помешивать, потому что картофель будет прилипать ко дну. Обжариваем картофель до полуготовности. Далее добавляем тыкву. Обязательно хорошо перемешиваем снизу вверх. Обжариваем все ингредиенты в течение 10 минут. Перемешивайте снизу вверх, чтобы на дне ничего не пригорало и не прилипало. Добавляем соль по вкусу. Свежемолотый перец. Перемешиваем.
Также нам понадобится горячий овощной бульон, либо можно использовать куриный бульон, какой вы любите. Если у вас нет бульона, то можно залить также водой, только что вскипевшей. Тыква должна быть полностью покрыта жидкостью. Но мой совет такой: когда вы готовите овощные супы-пюре, обязательно используйте овощной насыщенный бульон, который вы только что приготовили сами. Таким образом, ваш суп приобретет очень богатый, густой вкус и аромат. Мы варим тыкву на среднем огне в течение 40 минут, в зависимости от сорта вашей тыквы, до полной готовности. После того, как тыква полностью сварилась и стала мягкой, нам нужно пробить весь суп погружным блендером. Будьте аккуратны, потому что пюре может брызгать, оно очень горячее, поэтому следите за этим. Пробивайте суп интенсивно до пюреобразного состояния и до однородной консистенции всего супа. Наш суп-пюре практически готов. Теперь нам нужно его вернуть на горячую плиту. Попробуйте обязательно на соль. Если соли недостаточно, добавьте ее. Суп нужно довести до кипения, прогреть его равномерно в течение 2 минут. Посмотрите, какая густая кремовая консистенция, при том, что мы не добавляли никаких загустителей. К этому супу очень хорошо подходит свежемолотый черный перец, поэтому добавляйте его смело и обязательно потом перемешайте суп. Наш суп готов, давайте приступим к сервировке. Наливаем суп в глубокую тарелку. Далее я посыпаю суп сверху сицилийскими травами. Мне очень нравится это сочетание. Там есть травы и сушеные томаты. Это очень вкусно. Потом в серединку я выкладываю лист шпината. На него сверху я выкладываю вяленые томаты. Кстати, очень хорошо также подойдут вяленые перцы. Сверху поливаю либо оливковым маслом, либо, как в данном случае, маслом от вяленых томатов. Посмотрите, как солнечно и красиво становится у нас в тарелке. Создавайте с любовью эту красоту. Тыквенные семечки идеально дополняют этот суп. Вот так, быстро, вкусно, полезно и, главное, красиво мы приготовили наш суп-пюре. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!